Ну что ж, друзья, все косяки исправлены, и приступаем к склейке щита. Значит, по поводу струбцин. Я использую вот такие струбцины. В данном случае это у меня Энкор, еще Крафтул видел, такие выпускают. Других не знаю, но возможно есть. Мне этот вариант нравится. Они рассчитаны на трубу 20 на 40. Труба такая у меня есть в наличии, но я ее использую для более длинных вариантов. Вот она. А вообще я использую вот такие бруски. Всегда у вас будут оставаться обрезки. И здесь я их делаю дуб, бук, ясень, из любого твердого хорошего дерева. Все это делается, сверлятся отверстия, и в эти отверстия вставляются вот так вот две части струбцин, ставятся болты и поджимается щит. Значит, работает это дело хорошо, без проблем. Единственное неудобство бывает, это то, что иногда задирается вверх, вот эта часть, иногда задирается вверх и приподнимает щит. За этим надо следить. Это происходит из-за того, что вот здесь вот бывает, не соблюдаешь высоту, появляется такой вот ход. Сюда вставляю какую-нибудь подкладочку. Вот. И все это достаточно хорошо работает. Эти, естественно, я снизу устанавливаю, сверху устанавливаю обычные струбцины. F-образные, но хорошие. И, значит, использую я еще прижимы. Для того, чтобы щит был ровнее. Вот эти такого рода прижимы из трубы 20 на 20. Это тоже у меня были остатки от... Ну ладно, сейчас расскажу. Значит, ну, грубо говоря, вот так вот у нас тут щит зажимается. Вот. И зажимается винтами. Только надо винты, наверное, сделать все-таки более мощные. Ну, пока все работает. А появились они из моего эксперимента сделать полностью самодельные струбцины. Вот таким вот образом. Вот она, я думаю, видно. Здесь тоже были отверстия в трубе. Но все-таки использование деревянных упоров и резьбовой шпильки мне понравилось не очень. В результате дерево ломается, особенно вот в этих местах. Что не делать, тут у меня есть некоторые, там на них были установлены планки металлические. Но это не то. Вот это уже как бы совсем жлобство. Оно работает на маленьких каких-нибудь вот такой вот, что-то вот такой ширины склеить. Это работает. Но если с чем-то серьезным, то лучше не нужно этой ерундой заниматься. Но из них получились хорошие прижимы. Есть у меня еще такие же из трубы 25 на 25, но это вот для более мощных щитов. Вот. А на том, что мы будем клеить сегодня, вот этого вполне достаточно. В самый раз можно менять тут расстояние. Два зажима я обычно устанавливаю на щит. Выбираю место, чтобы это было относительно симметрично. Сначала поджимаю их, а потом начинаю уже зажимать склейку вот этими струбцинами и сверху там F-образными. Если для длины, у меня вот таких 4 штуки. Если для длины щита их не хватает. Почему 4 штуки? Потому что
Энкор почему-то решил их из производства, из продажи временно убрать. Я не знаю, решили они убрать или нет, но их нету, в общем, сейчас. Не могу я их найти. Вот, поэтому пользуюсь тем, что имею. Если будет, прикуплю еще. Мне эта схема нравится. Меня она устраивает. Сейчас будем приступать к склейке. Ну что, вот такая получилась у нас склейка. Могу вот так поднять, показать. Значит, что сказать? В принципе, элементарный процесс, по большому счету, говорить особо нечего. Значит, для нанесения использую валик. Но это вопрос индивидуальный. Что кому нравится. Мне больше удобнее пользоваться валиком. Кто-то наносит шпателечками пластмассовыми, кто-то кисточками, кто-то пальцами. На здоровье. Кому как удобно. Значит, использую я клиберит. Отличный немецкий клей. Для щитов, я считаю, самое вот, что нужно. Единственное, конечно, вот, странное время мы живем. Если что-то сделали хорошо, значит, обязательно что-то должны сделать через задницу. Вот, граждане немцы, вот возьмите эту бутылку и попробуйте продавить через этот носик клей из нее. Вы устанете уже на 5 сантиметре. Поэтому я использую его, а хранится он у меня, наносится точнее, в баночке из-под момента. Потому что у него все выдавливается. Другие граждане немцы почему-то могли нормально сделать хотя бы баночку. Потому что момент это тоже фирма Хенкель. Так, снимаю клей я с помощью вот такого шпателя. Фигурный шпатель, им удобно все достать. Немножечко я даю, так сказать, подсохнуть этому клею. И все отлично снимается. Значит, если обратите внимание, склейка вот таким вот образом у меня. Сейчас, секундочку. Здесь вот я оставил. Это я оставил для ступеньки, потому что в любом случае это пойдет в рейсмус. И с той стороны также. Ждем, пока высохнет. Щит наш склеен. Откалиброван в рейсмусе в толщину 25 миллиметров. Следующей задачей будет его распилить. В моем случае на каретке, потому что торцевой пилой я, к сожалению, еще не обзавелся. Но каретку сделал, поэтому что имеем, то имеем. И на отрезанные части, извиняюсь, нужно будет закрепить вот эти вот шаблоны. Учитывая, что толщина диска 2,5 миллиметра, то по длине я попадаю. Приступаем к этой задаче. Ну что, друзья, получились у меня вот такие заготовки. Шаблоны на них я уже наклеил. И, соответственно, по этим шаблонам буду заготовки обрабатывать. Не решил еще, вырезы я буду делать, употреблять ручной лобзик или лобзиковый станок. Расскажу потом. Но результат должен будет оказаться вот по таким шаблонам. Ну вот, друзья, получились у меня 3 вот таких изделия. И нужно будет их объединить в единое целое. Для этого их нужно склеить. Но для того, чтобы их
правильно склеить, нужно их правильно спозиционировать. Я считаю, упражняться со шкантами здесь ничего хорошего не будет из этого. Значит, есть у меня способ позиционировать на вот элементарные медные гвоздики. Что я буду делать? Я возьму шаблон мебельный, любой. В данном случае вот у меня есть шаблон для установки газлифтов. Что за шаблон, значения не имеет. Главное, чтобы наметить точку одинаково и на этой детали, и, к примеру, на этой. Возьму сверло миллиметровое, забью туда гвоздик, главное ровно, откушу его кусачками, и соответствующее отверстие будет и на этой детали. И, естественно, тоже все будет вместе. И вот тогда они у меня совпадут, и при поклейке никуда не денутся. Этот прием я использовал при изготовлении ножек на подсвечнике для чайных свечей. Фотографию я на видео размещу, будет все понятно. Ну что, начинаем. Вот такое изделие в итоге получилось после склейки и предварительной обработки. Сейчас предстоит много работы. Шлифовка, шпаклевка, потом опять шлифовка. Смотря на это изделие, я понимаю, что это, конечно, для станка с ЧПУ. Но все равно мы его сделаем. И результат посмотрим позже. Ну и вот, собственно, результат. Значит, не захотел я это изделие оставлять в цвете бука. Мне захотелось сделать его темным. Поэтому я взял грунтовочное масло Борма цвета палисандр и покрыл эту подставку этим маслом. И вы знаете, мне понравилось сочетание бука, тангенциального бука. Потому что у радиального бука не особо выразительно все получилось. А сочетание именно тангенциального бука с палисандром мне понравилось. Я думаю, в своей дальнейшей работе я буду это сочетание употреблять не единожды. По крайней мере, для себя. Для себя употреблять буду точно. Мне нравится, очень ярко структура выразилась. У бука выразилась яркая структура, что в принципе редкость. Здесь же получилось именно так. Это подставка для наушников. Соответственно, нужны наушники. Вот единственное, что получилось, наушники, которые у меня были в доме большие, мне пришлось украсть у дочки. Поэтому, возможно, это будет не очень показательно, но выглядит эта подставка вот так. Ширина, конечно, ее рассчитана на большие наушники, на профессиональные, но показать могу сейчас вот с этими. Вот это один вид, второй вид сбоку, вот такой вот вид сзади. Я считаю, что подставка для гаджета удалась. А вот нашлись и нормальные наушники. Они хоть и рабочие, но полноразмерные. Вот теперь можно оценить, что это из себя представляет и как это будет выглядеть со взрослыми наушниками. Что хочу сказать по самому изделию. Изделие действительно оказалось сложным в изготовлении. Для меня, по крайней мере.
Из-за того, что все-таки парк моего оборудования невелик. Естественно, здесь хотелось бы употребить и ленточную пилу, и торцовку, и осцилляционно-шпиндельный станок, и ленточную шлифовалку. Все хотелось бы иметь, но пока этого нет. Само это изделие в дальнейшем я изготавливать еще буду. Но для этого, конечно, надо расширить свой станочный парк. Потому что достаточно долго пришлось с ним мучиться. Стоит оно того или нет, я пока не понимаю. Но я понимаю, что вручную практически вот это делать не очень, скажем так, хорошо для меня. Поэтому изделие остается еще пока в единственном экземпляре. Считайте, что оно эксклюзивное. Ни у кого в нашей стране такого я не видел. По крайней мере, в интернете не видел. И вот в своем единственном экземпляре оно будет размещено в интернет-магазине, ВКонтакте, в Телеграме. Ссылки я дам. Заходите. Если кого интересует, заинтересовало, заказывайте. И, конечно, подписывайтесь на канал. Ставьте там лайки, дизлайки, если кому это не нравится. Пишите комментарии. Будем общаться. На этом прощаюсь на сегодня. Всем спасибо за внимание.